О, посылка пришла. Что тут у нас? M5 Stick C последней версии. С помощью этой штуковины можно сделать много полезных и нужных вещей. А также можно сделать что-то незаконное. Но я на светлой стороне, поэтому начну с карманной метеостанции. Всем привет! У себя на канале я делюсь различными идеями и интересными открытиями, которые можно совершить, не прикладывая слишком много усилий. Без знания языков программирования и не используя паяльник, вы можете собрать карманную метеостанцию, которая будет вам показывать в режиме реального времени различные параметры окружающей среды. Например, температуру, влажность, атмосферное давление. Вам понадобится сам гаджет M5 Stick C Plus 2 и датчик окружающей среды. Сразу в устройстве уже загружен тестовый скетч. Вот видно, что есть цветной экран, трехосевой гироскоп и акселерометр, пищалка и часы реального времени, микрофон. Я сейчас говорю, и мы видим что-то вроде частотного спектра. Инфракрасный излучатель, который сейчас начал излучать что-то. Видно, когда мигает красный светодиод, это значит, что в этот момент срабатывает и инфракрасный диод. Есть Wi-Fi, что очень круто. Вот мы видим, какие есть доступные сети сейчас. И Wi-Fi нам понадобится в дальнейшем, чтобы заливать скетчи. Bluetooth. Вот я так и не разобрался, есть ли встроенный Bluetooth или нужно подключать отдельный модуль. Сверху устройства есть интерфейс на 8 пинов, в который можно подключать модули, которые называются Head. Они просто сюда вставляются. Устройство выглядит законченным. Также с нижней стороны есть еще два интерфейса. Один на 4 пина, и сюда подключаются модули, которые называются Unity. Их существует большое количество. Помимо всех этих модулей, есть огромное количество модулей от простейших кнопок до тепловых камер. Давайте теперь перейдем к прошивке. Для первого своего проекта я решил использовать веб-сервис от M5. Он называется UI-Flow. Но первоначально для того, чтобы заливать скетчи из UI-Flow на стик, нам нужно прошить стик. Для этого нужно все-таки подключить его по кабелю, использовать еще одну утилиту от M5, это M5 Burner, с помощью которой по кабелю можно зашить сюда программное обеспечение. Здесь меня ждала неудача, потому что мне так и не удалось найти подходящий драйвер на USB для MacBook. Промучившись один день с этим, я решил, что изначально по кабелю прошивки я буду заливать через ноутбук на Windows, а в дальнейшем, когда я уже залью на стик прошивку UI-Flow 2.0, я смогу из веб-интерфейса по Wi-Fi заливать свои скетчи непосредственно в стик. Теперь, когда у нас на стик зашит UI-Flow, мы можем заливать на него скетчи по Wi-Fi. Давайте накидаем простой скетч, который будет выводить параметры нашего датчика на экран, ну и дополнительно будет выводить параметры батареи, чтобы знать, что устройство имеет достаточный заряд. Во-первых, нам нужно на экране разместить те места, где мы будем отображать значения. Предлагаю в заголовке отображать заряд батареи и добавим еще 3 метки, в которых мы будем отображать значения показателей нашего датчика. Так как наш датчик собирает всего 3 значения, 3 меток нам должно хватить. Для того, чтобы использовать датчик Head, нам нужно вот здесь в разделе Head добавить тип нашего датчика. Наш датчик ENV3. Добавляем и видим, что после этого добавления сразу в цикл установки, функцию, которая запускается при запуске устройства, уже автоматически проставилась его инициализация. После чего у нас есть основной цикл устройства, который выполняется бесконечно, пока устройство работает. Соответственно, нам нужно в title добавить значение батареи. Для этого зайдем в системный раздел, в раздел Power и возьмем блок кода
в котором мы будем отображать значение заряда батареи в процентах. Так как нам нужна строковая переменная, то сконвертируем это значение в строку. Мы сразу подобираем. Чтобы потом он не потерялся. Мы видим сейчас, что наше устройство онлайн. И давайте попробуем запустить на нашем устройстве наш скетч. Нажимаем Run. И пошел процесс загрузки. Видим, что загрузка прошла успешно. Предлагаю теперь взять этот датчик с собой на улицу и посмотреть, как меняются значения. Проверим, что он будет показывать. Так, немножко проехал на машине, и теперь 36 градусов и 18% влажности. Батарейки много съел. В этой штуке еще есть магнит. То есть я могу ее так поставить на крепление магнитное, и можно что-то сделать для машины. Поднагрелись почти 40 в машине на солнышке, и стало сухо 15%. Покатавшись с ним по улице, мы убедились, что датчик работает корректно. Все измерения, которые он показывает, они являются нормальными, не выбиваются. Да? Единственное, что кажется, что температура немножко завышена на 1-2 градуса, но возможно от того, что само устройство греется при зарядке или при долгом использовании, потому что сам датчик находится здесь достаточно близко к нему. Вот. Понаблюдаем еще, при необходимости мы сможем, конечно же, его откалибровать в нашем коде, в этом нет никакой проблемы. Давайте же теперь добавим немножко красоты и функциональности нашему устройству, а именно переделаем интерфейс, сделаем несколько режимов работы, а также попробуем рассчитать высоту над уровнем моря на основе давления и изменения этого давления. В итоге у нас получился вот такой немаленький скетч. Вот так он работает на устройстве. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть, безусловно, показатель значения батареи на 84%. Обновляется все теперь чуть-чуть реже, для того, чтобы не было мерцания. И есть 3 наших основных показателя. Температура в градусах Цельсия, относительная влажность и давление я решил сделать в миллиметрах ртутного столба, что более привычно для меня. Помимо этого, в нижней части для красоты я добавил горы, это просто картинка, и расчетную высоту над уровнем моря. Сделал пока очень просто. По разнице давлений от среднего давления на уровне моря я высчитываю текущую высоту. Также левой кнопкой можно сбросить, установить на 0 текущее значение давления. Вот сейчас я установил на 0, что 762 мм это значение, в котором мы считаем, что высота 0 метров. Дальше, если я буду подниматься или опускаться, давление будет меняться, на основе этих изменений должна рассчитываться высота. Сейчас постоянный режим работы, когда раз, например, в 100 секунд прибор опрашивает датчик и выводит значение измерений. И таким образом он работает постоянно и тратит довольно быстро заряд аккумулятора. Можно его выключать и включать, когда понадобится. Помимо этого режима есть другой режим, включается нажатием основной кнопки. Мы видим, что у нас потускнел экран. И теперь каждые 60 секунд прибор будет просыпаться, измерять значения, выводить их и засыпать снова. Да, то есть сейчас через 20 секунд он автоматически выключится, потом через 60 секунд автоматически проснется. Вот. Безусловно, сейчас в нем есть пара багов. Кажется, что высота рассчитывается не очень корректно. Второй баг – это то, что не сохраняются значения, которые выставляю в интервалах. Наверное, на этом пока все. На этом я, наверное, остановлюсь. Немножко поэксплуатирую прибор. Давайте вкратце покажу, как устроен сам скетч этой программы. Он достаточно простой, хоть и выглядит страшно. Функция установки, да, в которой мы инициализируем наше устройство. Цикл, который выполняется бесконечно. И задача наша основная в этом цикле – опрашивать устройство. Также есть несколько обработчиков нажатий кнопок,
Нажатие основной кнопки нас переключает в режим экономичный. Двойное нажатие переключает в режим постоянной работы. В общем, этот скетч я собрал достаточно быстро, и кажется, что это очень удобный инструмент для того, чтобы прототипировать. Что дальше я собираюсь делать с этим устройством? Как я и говорил, я исправлю парочку багов, немножко поменяю UX работы с ним, да, чтобы удобнее переключать режимы. Это первое. А второе, хочется на основе изменения давления вычислять не только высоту, но и попробовать сделать некий предсказатор погоды. Потому что раньше изменения погоды определяли по изменению давления, да, и для этого использовали обычные механические барометры. Возможно, с помощью такого подхода получится сделать очень грубый предсказатель погоды, ну, например, когда вы находитесь в горах, чтобы он мог предупредить, когда погода с ясной меняется на ненастную. И можно было заранее, без интернета, а просто на основе данных окружающей среды делать такие прогнозы. О, ночь уже. Прохладно. Сколько же сейчас градусов? Как бы это узнать? О, точно! У меня же есть супер метеостанция. И сейчас 15 градусов с половиной. Ничего себе. Так, в морозилочке будет явно похолоднее. Даже ледок есть. Аккуратно положу, чтобы она не намокла. Вот так вот. 18,7. Посмотрим. Минут через 5 загляну.